Наша позиция прозрачна, конкретна. Мы исходим из того, что единственный путь для то есть регулирования сирийских вопросов – это проведение переговоров между сирийской оппозицией и правительством Сирии. Мы исходим из того, что сирийские вопросы только получают правильный путь регулирования только народом Сирии. И всякое внешнее вмешательство, особенно военные вмешательства или поставка оружия, мы осуждаем. И поэтому вот именно такие начинания, поставка боевиков, оружие, это распространит сирийскую нестабильность в другие страны. И поэтому там назначат, естественно, и правительство Сирии, или назначат посла Сирии, любыми государствами, то ли в Париже, то ли в Дохе. Это против человечества и против международного этикета и международных порядков. Будьте добры, пожалуйста, побольше подробностей о Тегеранской конференции между переговорами между сирийской оппозицией и правительством. Кто там присутствовал от оппозиции? Какие организации, какие течения? Какие вопросы поднимались? И какие вопросы решены? Если Восток и Запад окажут вооруженную помощь внешней сирийской оппозиции, окажет ли вооруженную помощь Иран режиму Башара Асада? Тегеранская конференция это считалась символом для проведения переговоров между оппозицией и правительством Сирии. Большинство группировки оппозиции, даже те группы, которые не признают правительство Башара Асада, приняли участие в этой конференции. И они свободно выразили свои мнения на этой конференции. Со стороны правительства Сирии там принимали участие заместитель премьер-министра правительства Башара Асада и министр национального примирения. Исламская республика Иран исходили из того, чтобы проводились переговоры между правительством Сирии и оппозицией. И чтобы решение этих вопросов, сирийских вопросов, было в руках сирийцев исключительно. В отношении вашего второго вопроса мы не думаем, что правительство Сирии нуждается в иранском оружии. Не нуждается. Мы считаем, что сирийцы поприветствуют помощь Ирана в двух направлениях. Помощь Ирана для сближения мнений оппозиции с правительством Сирии, чтобы Иран уже был средством для этого сближения. И второй момент – это передача той действительности, которая происходит в самой Сирии, чтобы передать другим странам суть сирийских событий. Потому что западные СМИ, они не передают то, что происходит в Сирии. Они очернили облик правительства Сирии, и они передают то, что им хочется вообще, а не мнение сирийского народа. Если договоренность о графике следующего раунда переговоров по иранскому ядерному досье, место проведения, на каком уровне, где даты проведения этого встречи. И не могли бы сказать ваше мнение о перспективах для достижения договора после переизбрания президента Обамы? Спасибо. Недавно совершил поездку уважаемый господин Рябков, заместитель министра иностранных дел и представитель России. Там в рамках шестерки он совершил поездку в Тегеран. Он был принят секретарем Высшего совета безопасности Ирана. Ему уже переданы мнение иранской стороны и готовность Ирана к очередным раундам переговоров. Пока со стороны шестерки никакого сообщения никакого предложения относительно даты, срока, места этих переговоров пока нет. Мы очень надеемся, что президент Америки, господин Обама, уже сдержит свои слова относительно того обещания, которое он
дал во время своего первого срока. А наш друг знает этот лозунг, какой был? Что он сказал? Но изменения, и мы надеемся, чтобы на очередных переговорах, чтобы шестерка, 5+1 вместо двойного стандарта уже они подходили более конструктивно к этим переговорам. Во время переговоров Соединенные Штаты Америки имели два подхода до этого. Во-первых, они хотели заставить Иран, чтобы Иран отступал и отказался от своих законных прав. Второе – это повреждение иранской экономики и заставит и нанесение ударов по иранскому народу. Иран показал о том, что никакого отступления не будет, и реакция иранского народа против ошибочных действий будет решительной. Потому что, наверное, нужно, чтобы господин Обама изменил поведение Соединенных Штатов Америки по отношению к Ирану и выбрал более логичный подход.